Сегодня фильм «Схватка», 1995 год, автор сценария и режиссер Майкл Манн. В ролях Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Вэл Килмер, Дэнни Трехо, Джон Войт, Эшли Джад, Натали Портман. Бюджет 60, сборы 187,4 миллиона долларов. Сюжет. Если коротко, то противостояние банды под предводительством Нила, которого играет Де Ниро, и команды копов во главе с лейтенантом из отдела убийств Винсентом, которого играет Аль Пачино. Раньше меня мучил вопрос, почему при просмотре некоторых фильмов про бандитов, которые грабят, убивают, мои симпатии были на стороне бандитов. То есть, если они убегают, то мне хотелось, чтобы их не догнали. Если их убивали, то я могла и всплакнуть. Умом я вроде понимала, что они нехорошие люди, ну а сердцем переживала за них. Оказывается, дело в сценарии и режиссуре, так называемой романтизации бандитизма. Звучит абсурдно, но, видимо, авторы понимают, что это пользуется спросом, а раз есть спрос, значит, должно быть предложение. Итак, почему же я им симпатизирую? Ну, наверное, потому что харизматичные актеры. Вот Де Ниро, Килмер, Дэнни Трехо, лица все знакомые и симпатичные. То есть они мне чуть ли не родные. Да и внешне выглядят неплохо, особенно Де Ниро и Килмер. При первом ограблении они не хотели никого убивать, но их подвел Уэйнгро, бандит, привлеченный со стороны. Он убил одного, началась перестрелка, из-за этого им пришлось убить всех охранников. За что его Нил хочет убрать, но сразу не получилось, но в итоге он все равно его убил. То есть у меня в голове откладывается мысль, что они не хотят никого убивать. Ну, как бы они хорошие, но иногда вынуждены. А ведь на самом деле они не хотят убивать, потому что это другая статья, более тяжкая. Потом еще такой момент. Они грабят банки, и они озвучивают, что вклады граждан застрахованы, и они не пострадают. Дальше. Они не бросают своих в беде. Так Нил спасает раненого Криса, хотя уйти одному было бы гораздо проще. Они, как все мы, у них есть семьи с женами и детьми, возлюбленные, ссоры с женами, измены, преданность. Когда Крис после ссоры с женой оказывается на полу в доме Нила, Нил звонит жене и предупреждает, что Крис у него. Нил намекает Крису, не лучше ли расстаться, дескать, ты должен быть свободен, чтобы в любую минуту сорваться и уйти. На что Крис отвечает, что для него солнце всходит и заходит вместе с ней. Но тупая жена наконец-то поняла, что любовник навел на нее копов, но при появлении Криса подала тайный знак мужу, что ему следует уехать. То есть, несмотря на все дрязги, они остались семьей. Все ради денег. Только одни ходят каждый день на работу, кто-то доживет до пенсии, кто-то нет, а другие хотят рискнуть. Или пан, или пропал. У меня остался вопрос почти в финале. Нил, убив Уэйнгра, подходит к машине, но, увидев копа, убегает. Спасал ли он себя или не хотел подставлять девушку, а может и то, и другое. Теперь про другую сторону. У лейтенанта Винсента третья жена и падчерица, которую играет Натали Портман. Кстати, в первый раз я смотрела, и я даже и не знала, что это Портман. Ну, может, забыла, просто давно это было. Естественно, он днями и ночами гоняется за бандитами, жену это не устраивает, но зачем приводить в дом другого мужика, мне непонятно. На фоне всего этого обделенная вниманием падчерица приходит в отель к отчиму и в ванной вскрывает себе вены. Во время очередного ограбления было убито много копов, у них тоже семьи, дети. Они охраняют порядок мирных граждан. Есть эпизод, когда Винсент приезжает на место убийства афроамериканки-проститутки, ее убил Уэйнгры, и мать рвется к телу дочери, а Винсент перехватывает ее, обнимает крепко, прижимает к себе, пытается успокоить, как бы давая ей понять, что он разделяет ее горе, скорбит вместе с ней. Хочется упомянуть Джон. Лежит муж на диване, подлец. Ловит бандитов, не бывает дома, отвратительный муж. И чего хочет женщина? Почему нам всегда призрачный сценарий семейных отношений кажется лучше существующим? Грабить и убивать преступно, но почему-то, когда в финале Винсент убивает Нила, хочется плакать. Только ли потому, что смерть это всегда плохо? Или потому, что в знак уважения и прощания Нил протягивает руку, а Винсент крепко сжимает ее? Добро побеждает зло, финал закономерный, но радостней почему-то не становится. Сейчас очень много споров о том, что надо делать подобные фильмы с романтизацией преступников или не надо. Кто-то посмотрит, да и забудет про фильм через неделю, а у кого-то в голове поселятся дурные мысли. Мне кажется, на авторах очень большая ответственность. На сегодня все. Всем пока.